Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Представляю вашему вниманию ковер, связанный крючком из полиэфирного шнура диаметром 3 мм, ковер калейдоскоп. Особенность этого ковра в том, что в нем сочетаются разные узоры, и при сочетании узоров я меняла цвета шнура. И получился вот такой калейдоскоп разнообразных узоров и сочетания цветов. Ковер смотрится очень интересно, очень оригинальные здесь подобраны узоры. Внутри узор цветка, вот такая вот рельефная окантовка цветка. Далее идет узор плетенка. Вот такие вот идут лепестки, вновь рельефная окантовка и по краю узор рельефных листьев. Зубчатый край оригинально подчеркивает круглую форму ковра. Смотрится очень эффектно и украсит любой интерьер. Дорогие друзья, под видео я опишу, сделаю описание. Там будет точно указано, сколько шнура у меня ушло, каких цветов и какой крючок я использовала. Поэтому подробно читайте описание, там будет вся информация. Вязание ковра будет представлено по рядам. Буду подробно показывать каждый ряд, как вяжется. И полное видео, мастер-класс ковра будет разделен на две части, так как здесь очень большая работа, много рядов, поэтому, чтобы не делать слишком длинное видео, я разделила его на две части и сделала тайм-коды тоже под видео для перехода к нужному моменту вязания. Дорогие рукодельницы, мастер-класс вязания ковра абсолютно бесплатный, доступен всем. Но если вы хотите поддержать мой канал, то под видео я оставлю реквизиты. Спасибо за внимание, приятного вязания! Дорогие рукодельницы, прежде чем приступить к вязанию, покажу вам материалы, которые я использую. Я использую полиэфирный шнур толщиной или диаметром 3 мм. Посмотрите, вот такой вот шнур плетеный, он получается плоский. Если вы будете использовать полиэфирный шнур толщиной 5 мм, он обычно круглый, бывает с сердечником или без сердечника. Здесь шнур без сердечника. Конечно же, в зависимости от толщины шнура будет зависеть размер ковра. Я вяжу из шнура 3 мм. У меня три цвета: светло-серый, голубой, темно-серый. Я заказывала мотки по 300 метров. Можно заказывать мотки любым метражом. Есть по 100, по 300, по 500 и даже по 900 метров. Смотрите, если вы хотите вязать однотонный ковер, то вы можете взять сразу большую намотку шнура, и чтобы у вас не было места соединений. Я взяла три цвета, буду их комбинировать. Под видео в описании оставлю вам точную информацию, сколько шнура ушло и сколько потребуется того и другого цвета. Тоже все подробно опишу. Буду использовать крючок номер 6. Обычно я вяжу из полиэфирного шнура крючком номер 5,5 или пятеркой даже, но здесь будет довольно такой плотный узор. Я вот здесь пробовала связать пятерочкой, получается довольно плотно, поэтому я буду использовать более толстый крючок, чтобы не такое было плотное вязание. И вам тоже советую связать вначале образец одним крючком, затем другим крючком, начало вязания, допустим, и вы определитесь, каким крючком вам проще вязать, каким лучше получается полотно, поэтому смотрите на свое усмотрение. Кто-то вяжет более туго, кто-то более свободно. Дорогие друзья, перед тем, как начать вязать из полиэфирного шнура, необходимо закрепить кончик шнура, чтобы он не распускался. Можно оплавить шнур или можно заклеить. Используйте любой клей. Мне нравится вот такой вот супер клей, секундный. Буквально маленькую капельку на конец шнура. Подождали несколько секунд, и шнур закрепится. Приступаю к вязанию. Вначале формируем начальное кольцо. Просто оборачиваем вокруг пальцев шнур, и получается вот такое колечко. Теперь вводим крючок в центр кольца и вытягиваем вот такую вот петельку, захватываем рабочую нить и
1 воздушная петля готова. Далее, протягивая кончик нити вдоль кольца, обвязываем этот кончик нити и провязываем из кольца 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий столбик, четвертый, пятый и шестой столбик без накида. Теперь тянем за кончик кольца и стягиваем начальное кольцо так, чтобы не было отверстия. Делаем соединительный столбик вот из первой петли подъема. Первый ряд завершен, и начинаем вязать второй ряд. Вначале вытягиваем рабочую петлю на высоту столбика с одним накидом, но далее мы будем вязать пышные столбики. И для этого делаем на крючок накид, вкалываем крючок в ту же точку и вытягиваем еще одну длинную петлю. Еще раз делаем накид, вкалываем крючок в ту же точку и вытягиваем еще одну петлю. Далее подхватываем рабочую нить, провязываем все петли с крючка и закрепляем пышный столбик с соединительной петлей. Делаем одну воздушную петлю, делаем на крючок накид, далее вкалываем крючок в следующую петлю, вытягиваем длинную петлю на высоту пышного столбика, делаем еще раз накид, вкалываем крючок в ту же точку и вытягиваем вторую длинную петлю. Повторяем еще раз и вытягиваем третью длинную петлю. Далее провязываем все петли с крючка и еще раз одной петлей закрепляем вершину пышного столбика. Делаем еще одну воздушную петлю. Вновь делаем на крючок накид. Далее из той же петли, что провязали предыдущий пышный столбик, провязываем еще один пышный столбик. Вытягиваем одну длинную петлю, через накид вторую вытягиваем длинную петлю и через накид третью длинную петлю вытягиваем. Далее провязываем все петли с крючка, закрепляем вершину пышного столбика и еще одна воздушная петля подъема. Нам необходимо во втором ряду провязать всего 12 пышных столбиков, и из каждой петли первого ряда, то есть мы вот 2 пышных столбика провязали из одной петли, далее из следующей петли провязываем еще 2 пышных столбика, вытянули 3 длинных петли через накид, провязали вершину, закрепили вершину и 1 воздушная петля и второй пышный столбик. Вытянули 3 длинные петли, провязали вершину, закрепили вершину и еще 1 воздушная петля. И таким образом из каждой петли вяжем по 2 пышных столбика, и всего во втором ряду нужно получить 12 пышных столбиков. Заканчиваю вязать второй ряд, провязываю 12 пышный столбик, и он получается идет один вот из последней петли предыдущего ряда. Также вытягиваю 3 длинные петли через накид, провязываю пышный столбик, закрепляю вершину, делаю еще одну воздушную петлю и заканчиваю ряд соединительным столбиком в вершину первого пышного столбика. Далее 1 воздушная петля и начинаю вязать третий ряд. Третий ряд провязываем так: столбик без накида из вершины пышного столбика и далее 2 столбика без накида между первым и вторым пышным столбиком. И вновь повторяем: из вершины пышного столбика 1 столбик без накида и 2 столбика без накида между пышными столбиками. Итого в третьем ряду будет провязано 36 столбиков без накида.
Закончив вязать третий ряд столбиков без накида, начинаю четвертый ряд. Четвертый ряд вяжу соединительные столбики из каждой вершины столбика предыдущего ряда. И провязываем вот так вот соединительные столбики, чтобы по лицевой стороне проходил ряд ровных петелек. Всего будет 36 соединительных столбика. Заканчиваю вязать четвертый ряд соединительных столбиков, немного вытягиваю рабочую петлю. Теперь через 2 первые полупетельки протягиваю рабочую петлю на изнанку. И далее начинаю вязать пятый ряд. Пятый ряд начинаю с одной воздушной петли. Далее за рядом соединительных столбиков вот остались свободными полупетли столбиков без накида. В первую петлю вводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее делаем накид, пропускаем одну вершину столбика без накида, в следующую вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Из этой петли всего нужно провязать 5 столбиков с одним накидом, сделав веер. Третий столбик с одним накидом, четвертый столбик с одним накидом и пятый столбик. Получился веер из столбиков. Далее закрепляем веер, пропускаем одну петлю вершины столбика без накида, в следующую вводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее повторяем эти действия еще 9 раз, то есть будет в пятом круговом ряду 9 вееров. Пропускаем одну петлю, в следующую провязываем 5 столбиков без накида. Третий, четвертый и пятый столбик с одним накидом. Пропустив петлю, в следующую провязываем столбик без накида. И так далее продолжаем вязать этот ряд. Я заканчиваю вязать пятый ряд, и после 9-го веера делаем соединительный столбик, но не на вершине первого столбика без накида, а за его ножку. Вот так вот вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Далее набираю 3 воздушные петли вместо первого столбика с одним накидом. И начиная уже, это 6-й ряд пошел, на ножке столбика без накида того же провязываю еще один столбик с одним накидом. Далее набираю 6 воздушных петель. 4, 5, 6. И эту большую арочку закрепляю вот за веером на ножке столбика без накида. И на этой ножке необходимо провязать 2 столбика с одним накидом. Один столбик и второй столбик с одним накидом на ножке столбика без накида. После 2 рельефных столбиков набираем 6 воздушных петель. Как вы поняли, это раппорт вязания, и повторяем раппорт вязания 9 раз всего. То есть 2 раза я уже провязала, вот 2 арочки у меня сформированы, и еще мне нужно 7 раз повторить. Заканчиваю вязать 6-й ряд. Я связала уже 9-ю арочку и закрепляю ее
соединительным столбиком вот в вершину третьей воздушной петли. Далее начинаю вязать 7 ряд и провязываю столбик без накида на ножки столбика предыдущего ряда. Столбик без накида и 1 воздушная петля. Это будет вместо первого рельефного столбика с накидом. Далее еще набираю 3 воздушные петли, арочку, и вяжу второй рельефный столбик на ножке второго столбика с 1 накидом и провязываю на ножке столбик с 1 накидом. Далее на арочке из 6 воздушных петель необходимо провязать 6 столбиков с 1 накидом. Вводим крючок за арочку и провязываем накид и вершину столбика. И так 6 раз. Раз, два, три, четыре, 5. 6 столбик провязываю. И далее начинаю второе повторение. Вначале вяжу рельефный столбик на ножке первого столбика с 1 накидом. Тоже вяжу столбик с 1 накидом. Далее 3 воздушные петли. И второй рельефный столбик с накидом на ножке второго столбика с 1 накидом. И на арочке 6 столбиков с 1 накидом. Всего нужно связать 9 таких повторений в этом ряду. Заканчиваю вязать 7 и начинаю 8 ряд. Сейчас выглядит очень рельефно, такие вот лепестки, но по ходу вязания они будут выравниваться. Заканчиваю вязание соединительным столбиком во вторую петлю подъема. Далее из ножки вот первого столбика провязываем столбик без накида и еще 2 воздушные петли. Далее делаем на крючок накид, и теперь из арочки между 2 рельефными столбиками вяжем шишечку. Для этого провязываем 4 столбика с 1 накидом, 3 и 4 столбик. Далее немножко вытягиваем рабочую петлю, вводим крючок в вершину первого столбика и протягиваем рабочую петлю сквозь вершину первого столбика. И у нас верхняя часть формируется вот в такую шишечку. Шишечка попкорн. Далее делаем на крючок накид и провязываем рельефный столбик за ножку второго рельефного столбика. После переходим на вязание лепестка, и здесь мы будем вязать рельефные столбики с прибавлениями. Прибавления будем делать по краям, но рельефные столбики будем вязать не за ножку столбика, а за вершину. Смотрите, с изнанки вводим под полупетли крючок и вновь на изнанку выходит крючок. И провязываем вот за вершину первый рельефный столбик. И на этой же первой вершине провязываем второй рельефный столбик. Далее провязываем 4 рельефных столбика за вершины без прибавлений. Таким образом у нас полупетельки остаются на лицевой стороне. Петельки столбиков предыдущего ряда. И на крайнем столбике вновь провязываем 2 рельефных столбика. То есть всего у нас провязано 8 рельефных столбика. На этом первый раппорт завершен. Начинаем второе повторение.
Провязываем рельефный столбик на ножке первого рельефного столбика, рельефный столбик с одним накидом. Далее выполняем шишечку на арочке, провязываем 4 столбика с одним накидом. Провязав 4-й столбик, протягиваем сквозь вершину первого столбика рабочую петлю и формируем шишечку. И далее вяжем второй рельефный столбик на ножке второго столбика. Далее вяжем за вершины 8 рельефных столбика, делая прибавление на первом столбике, провязываем 2 столбика с одним накидом за вершины и на последнем столбике. Итак, всего повторяем 9 раз. У нас вот 9 таких лепестков, и 9 раз мы провязываем повторение всего. Заканчиваю 8 и начинаю 9 ряд. Заканчиваем 8 ряд соединительным столбиком здесь во вторую петлю подъема, вершину как первого рельефного столбика, и далее делаем столбик без накида за ножку первого рельефного столбика и плюс набираем 1 петлю подъема. Далее делаем на крючок накид и вводим крючок за вершину шишечки, провязываем только накид. Вновь делаем на крючок накид, заводим крючок за ножку рельефного столбика предыдущего ряда и провязываем только накид. И далее провязываем все петли с крючка. Таким образом мы как провязали 3 рельефных столбика с одной вершиной. Далее между шишечками, вот по лепестку, провязываем 8 рельефных столбика за вершины. Здесь мы не делаем прибавок, вводим крючок вот под самой вершиной столбика за полупетли и провязываем столбик с одним накидом. Итого провязываем между шишечками здесь 8 таких столбиков. Так, 7 и 8 столбик. Далее над шишечкой выполняем 3 рельефных столбика с одной вершины. Вводим крючок за ножку первого столбика. То есть мы уже начали выполнять второе повторение раппорта. За ножку первого столбика провязываем только накид. Делаем накид, вводим крючок за вершину шишечки и провязываем только накид. Вновь делаем накид, вводим крючок за ножку третьего рельефного столбика и провязываем только накид. И далее все петли с крючка. И далее 8 рельефных столбиков, но здесь мы вводим крючок с изнанки за вершины столбиков и провязываем таким образом между шишечками 8 рельефных столбиков. Всего у нас 9 повторений в ряду. И продолжаем вязать узор ковра. Дорогие рукодельницы, заканчиваю вязание 9 ряда и начинаю вязать 10 ряд. 9 ряд завершаем протяжкой. И необходимо протянуть рабочую петлю, вводим крючок в вершину 3 столбиков и, захватив рабочую петлю, вытягиваем ее на изнанку.
И начинаем вязать 10 ряд. 10 ряд начинаем вязать с 3 петель подъема. 3 воздушные петли набираем вместо первого столбика. Далее будем вязать рельефные столбики. Вводим крючок за вершину, в начале за вершину столбиков, связанных вместе, с изнанки на лицевую сторону, затем на изнанку, и провязываем столбик с одним накидом. Далее из вершины каждого столбика точно так же вводим крючок, провязываем столбики с накидом. Здесь получается между шишечками провязываем 8 таких рельефных столбиков. Провязываем так столбики, и полупетельки столбиков предыдущего ряда остаются на лицевой стороне. И получается, провязав 8 столбиков, вот считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь над шишечкой делаем прибавку. То есть мы также вводим крючок за вершину 3 столбиков, связанных вместе. Один раз провязываем столбик с одним накидом. И второй столбик вводим также за вершину крючок и провязываем второй столбик с одним накидом. На этом первое повторение, мы уже начали вязать второе повторение, то есть повторение здесь мы провязали над вершиной как 2 столбика и плюс 8 столбиков, то есть всего раппорт составляет 10 столбиков, и всего получается необходимо выполнить 9 повторений. Дорогие рукодельницы, я провязала центральную часть, и посмотрите, как любая рельефная вязка очень сильно стягивает узор. Поэтому по ходу вязания я буду расправлять узор с помощью утюга и на функции отпаривания. Здесь я отпариваю не на большой температуре, ставлю на двоечку и, включая пар, проглаживаю узор с изнанки. Я провела отпаривание, при этом я растягивала узор в месте стягивания этих, где были провязаны рельефные столбики, и по лицевой стороне узор расправился. Я рекомендую так отпаривать ковер в процессе вязки, примерно каждые 10 рядов, тогда у вас ковер будет ложиться ровно. Итак, я провела отпаривание центральной части. У меня получился ровный круг. У вас тоже должен быть ровный круг, не должно стягивать края и не должно фалдить. При отпаривании не бойтесь прям растягивать узор, чтобы он лег ровно и выровнялся. Тяните именно здесь по рельефному узору, по этим рельефным столбикам, чтобы узор ровно лег. И далее перехожу к вязанию 11 ряда. 10 ряд завершаем соединительным столбиком здесь в 3 петлю подъема. Далее плюс 1 воздушная петля, и 11 ряд вяжем столбики без накида. Из каждой петли предыдущего ряда провязываем 1 столбик без накида. И так выполняем этот ряд. Заканчиваем вязать 11 ряд соединительным столбиком в
первую петлю подъема и 12 ряд начинаю 1 воздушная петля, 12 ряд то же самое провязываем столбики без накида. Из каждой петли предыдущего ряда 1 столбик без накида. Вяжем свободно, не затягиваем столбики, чтобы потом не стягивало полотно. Заканчиваю вязать 12 и начинаю 13 ряд. Завершение 12 ряда делаем соединительный столбик в первую петлю подъема. И 13 ряд начинаем тоже с 1 воздушной петли. Далее вяжем столбики без накида, но будем вводить крючок за первую полупетельку столбиков предыдущего ряда. Вторая полупетелька остается свободной. Провязываем 2 столбика без накида за первые полупетельки. Далее будем формировать рельефный валик. Для этого набираем цепочку 5 воздушных петель. Данную цепочку необходимо закрепить на 2 ряда ниже. Вот идет предыдущий ряд столбиков и первый ряд столбиков, который мы провязали над столбиками с одним накидом. Вот эта петелька, на которой мы провязали последний столбик. Еще спускаемся на ряд ниже. И теперь от этого первого столбика его считаем как первый, второй, третий, четвертый. И за ножку пятого столбика вводим крючок и провязываем соединительный столбик, закрепляя набранную цепочку петель. И провязывая столбик, видите, мы разворачиваем вязание. Далее здесь мы не делаем петлю подъема, сразу заводим крючок за набранную цепочку и провязываем 5 столбиков без накида на этой арочке. Второй столбик без накида, третий столбик без накида, четвертый столбик без накида и пятый столбик без накида. Вновь поворачиваем вязание. И после второго столбика без накида, который мы провязали, за следующую полупетельку вводим крючок и провязываем еще 2 столбика без накида. И по сути это у нас уже второе повторение идет узора. Далее набираем после второго столбика 5 воздушных петель. Здесь уже проще посчитать. Вот видите, за ножку столбика мы вводили крючок, закрепляя цепочку предыдущих петель. Теперь мы пропускаем одну ножку столбика в следующую ножку. За следующую ножку вводим крючок и провязываем соединительный столбик, закрепляя набранную цепочку петель. И разворачиваем вязание. Теперь из полученной арочки провязываем 5 столбиков без накида. Четвертый и пятый столбик. Вновь разворачиваем вязание. И далее по последнему ряду столбиков, вводя крючок за вторые полупетельки, провязываем 2 столбика без накида. И далее вновь набираем 5 воздушных петель. И провязываем такие объемные элементы из обвязанных арочек на каждом втором столбике. Здесь тоже после последнего закрепления пропускаем один столбик и за ножку второго столбика вводим крючок, делаем соединительный столбик, разворачиваем вязание и 5 столбиков без накида на арочке из 5 воздушных петель. Разворачиваем вязание. И здесь по предыдущему ряду вводим крючок за первые полупетельки, провязан 2 столбика
без накида. Итак, повторяем вязание вот таких объемных элементов. Они складываются вот в такой вот объемный валик по контуру. И получается, так как у нас было 90 столбиков провязано, необходимо провязать вот 45 таких элементов в этом ряду. Дорогие рукодельницы, я заканчиваю вязать 13 ряд и провязываю последнюю арочку со столбиками без накида. Здесь я уже набрала 5 воздушных петель после 2 столбиков. И как раз закрепляю эту арочку на ножке столбика. И смотрите, у меня получается место закрепления после последней и перед первой, но тоже арочкой одинаковое. То есть вот здесь остается по одному столбику. И делаю соединительный столбик. И провязываю по арочке 5 столбиков без накида. Четвертый и 5 столбик без накида. И далее заканчиваем ряд. Здесь после 5 столбика. Здесь вначале мы выполняли столбики без накида. И вот в вершину столбика без накида делаю соединительный столбик, вершину первого столбика без накида. Далее, смотрите, провязываем ряд столбиков без накида. И смотрите, мы оставляли свободные полупетельки, вторые при вязании столбиков без накида 13 ряда. И поэтому вводим крючок за эти свободные полупетельки и провязываем столбик без накида. И так из каждой полупетельки 13 ряда мы провязываем 1 столбик без накида. То есть всего будет 90 столбиков без накида в этом ряду. Заканчиваю вязание 14 ряда. Из 15 ряда я буду вязать нитью другого цвета. Меняю серый цвет на голубой. Если хотите, можете продолжать вязать тем же цветом без обрыва шнура. Здесь я обрезаю шнур, закрепляю петлю. И затем протягиваю сквозь полупетли первого столбика на себя и через центр последней петли кончик шнура наизнанку. Далее еще протяну сквозь несколько полупетель ниже. Здесь можно по ряду провести этот отрезок. И затем где-то закрепить, замаскировать и обязательно заклеить кончик шнура. И далее я присоединяю нить другого цвета и начинаю вязать 15 ряд. Дорогие рукодельницы, я начинаю вязать 15 ряд и присоединяю нить голубого цвета. Для этого делаю на крючке начальную петлю и протягиваю эту петлю сквозь полупетли первой петельки и начинаю вязание с 4 воздушных петель вместо первого столбика с 2 накидами. Далее потом можно будет вот эти 2 кончика нити связать на узелок капельку клея, чтобы он точно не распустился. И затем, когда клей схватится, кончики можно будет коротко обрезать, и это место соединения будет практически незаметно. Итак, приступаем к вязанию 15 ряда.
Далее делаю на крючок 2 накида. В эту же петельку ввожу крючок и провязываю столбик с 2 накидами. Далее делаю одну воздушную петлю, 2 накида на крючок и далее провязываем столбик с 2 накидами в петлю, которая идет за петлей, в которой мы провязывали первые 2 столбика. Провязываем столбик с 2 накидами. Таким образом у нас получается столбики перекрещиваются, вот вы видите. Далее вновь делаем 2 накида и вводим крючок тоже за петлю, которая идет за первой петлей, но мы вводим, смотрите, крючок после ножки предыдущего столбика и провязываем второй столбик с 2 накидами. Таким образом мы выполнили первый раппорт, первое перекрещивание столбиков. И далее выполняем второй раппорт. На крючок делаем 2 накида, пропускаем одну петельку, в следующую петлю вводим крючок, провязываем 1 столбик с 2 накидами. Далее второй столбик из этой же петли с 2 накидами. Провязываем одну воздушную петлю, далее делаем 2 накида и вяжем 2 столбика из пропущенной петли. Провязываем сначала 1 столбик с 2 накидами, вновь делаем 2 накида, вводим крючок в петлю предыдущую, но вводим уже после предыдущего столбика, чтобы у нас перекрещенные столбики были по порядку 1 и 2. Вот, выполнили второе перекрещивание столбиков. И далее идет третье повторение. Также пропускаем петлю, в следующую петлю провязываем 2 столбика с 2 накидами. Одна воздушная петля, 2 накида и в пропущенную петлю провязываем 1 столбик с 2 накидами. Вновь делаем 2 накида и вводим крючок в ту же петельку и провязываем второй столбик с 2 накидами. Таким образом, при вязании 15 ряда у нас увеличится количество столбиков. Так как было провязано в предыдущем ряду 90 столбиков, в этом ряду необходимо будет выполнить 45 повторений вот таких вот перекрещиваний столбиков. Я сейчас провязала 3 и далее буду еще провязывать до 45 повторений. Заканчиваю вязание 15 ряда. И вот на последних 2 петлях предыдущего ряда выполняю 45 перекрещивание петель. Делаю на крючок 2 накида. В начале из второй петельки провязываю 2 столбика с 2 накидами. Далее 1 воздушная петля и на пропущенной петле, которая идет за столбиками, провязываю еще 2 столбика с 1 накидом. В начале 1 столбик и затем следующий столбик. Смотрите, они идут по порядку: 1, 2, второй столбик с 2 накидами. И соединяем этот ряд в круг соединительным столбиком, получается в 4-ю петлю подъема, как в вершину первого столбика. Вот она, 4-я петля подъема. Можно здесь захватить как 2 ниточки и делаем соединительный столбик.
Начинаем вязать 16 ряд, и в 16 ряду мы будем делать перекрещивание вправо. Смотрите, здесь у нас выступающие столбики впереди работы смотрят влево, а в этом ряду, в 16, рельефные столбики у нас будут перекрещиваться вправо. И таким образом мы будем получать узор плетенки. Количество повторений перекрещиваний столбиков будет также 45 повторений. То есть здесь мы в этом в 15 ряду увеличили количество столбиков, и постепенно узор плетенки будет растягиваться. Вот смотрите, здесь он более такой не растянутый. Большое количество столбиков выполнено с расчетом на растяжение, расширение круга. Итак, начинаю вязать, и вместо первого рельефного столбика с 2 накидами здесь мы провязываем вот за петли подъема предыдущего ряда, как за ножку столбика вводим крючок и провязываем вот рельефный столбик без накида, и набираем еще 2 воздушные петли. Далее делаем на крючок 2 накида, и на ножке второго столбика провязываем уже рельефный столбик с 2 накидами. Далее выполняем 1 воздушную петлю, делаем на крючок 2 накида, и теперь смотрите, вот на рельефных столбиков с 2 накидами, которые шли вот в конце ряда 15, сначала на первом столбике на вершине провязываем вот 1 столбик с 2 накидами, получается как за работой за первыми 2 рельефными столбиками, и на второй вершине провязываем 2 столбик с 2 накидами. Вот первое повторение выполнили узора, второе повторение. Теперь пропускаем вот 2 вершины рельефных столбиков, и те столбики, которые были за вязанием, на их ножках провязываем на первом столбике рельефный столбик с 2 накидами, и второй столбик рельефный столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, и далее вяжем столбики с 2 накидами получается за провязанными 2 столбиками вот на вершинах вот 2 рельефных столбиков, которые мы пропустили. Вот на вершине первого столбика провязываем 1 рельефный столбик с 2 не рельефный, обычный получается, и второй на следующей вершине, второй столбик с 2 накидами. И вот видите, у нас идет перекрещивание столбиков вправо. И третье повторение делаю на крючок 2 накида. Здесь мы пропускаем 2 рельефных столбика, и вот на ножках столбиков, которые шли за перекрещенными столбиками, провязываем 1 рельефный столбик с 2 накидами и второй столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, делаем 2 накида, и затем на вершинах вот пропущенных рельефных столбиков провязываем 2 столбика с 2 накидами, получается за связанными столбиками. И как я и сказала, в этом ряду вот провязали 3 повторения, еще 45 повторений, то есть количество повторений у нас не меняется в этом ряду. Заканчиваю вязание 16 ряда, и здесь мне осталось выполнить последнее перекрещивание столбиков и 45 по счету перекрещивание. Вот смотрите, осталось 4 свободных столбика, и провязываю сначала 2 рельефных столбика с 2 накидами,
1 воздушная петля. Выполнив 2 рельефных столбика, вот идет направление их вправо, делаем 1 воздушную петлю, 2 накида. И теперь, чтобы эти столбики остались впереди работы, вводим крючок за вязанием, то есть за этими столбиками, за вершину вот 2 рельефных столбиков предыдущего ряда. Вот за вершину первого столбика провязываем 1 столбик с 2 накидами. Вновь делаю 2 накида и на вершине второго столбика второй столбик с 2 накидами. Теперь нужно этот ряд замкнуть в круг. Вот смотрите, вот они идут, первые 2 столбика. Здесь был столбик без накида, 3 воздушные петли. И в третью петельку вводим крючок и делаем соединительный столбик. И теперь необходимо делать перекрещивание наоборот. И здесь мы в начале набираем 4 воздушные петли подъема вместо первого столбика. Далее делаем на крючок 2 накида и на вершине следующего рельефного столбика провязываем столбик с 2 накидами. Но здесь, смотрите, мы будем выполнять далее 1 воздушная петля, 2 накида, и здесь мы будем выполнять столбики так, чтобы они были наклонены влево. И для этого вводим крючок вот за ножку столбика, вот видите, которые идут 2 столбика за связанными столбиками. Вот за ножку второго столбика, если считать вот от последнего столбика. И выполняем рельефный столбик с 2 накидами. Вновь 2 накида и теперь за ножку второго столбика. То есть мы выполняем рельефные столбики на ножках столбика, которые в предыдущем ряду шли за работой. Далее начинаю вязать уже второе повторение. Здесь, смотрите, пропускаем вот 2 петли. Вот далее идут 2 рельефных столбика. На их вершинах провязываем 2 столбика с 2 накидами на вершинах, то есть это не рельефные столбики. Второй столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля, делаем 2 накида на крючок, и теперь вот идет перекрещивание, пропущенные петли, и на ножках этих столбиков, которые были связаны за работой, вводим крючок за ножку первого столбика, провязываем столбик с 2 накидами, и на ножке второго столбика тоже рельефный столбик с 2 накидами. И закончили второе повторение. И вот идет направление рельефных столбиков у нас влево. И получается вот такое вот переплетение рельефных столбиков, узор плетенка. И повторяем. Третье повторение. Тоже вот пропускаем 2 петли. Вот на вершинах рельефных столбиков провязываем 2 столбика с 2 накидами. Одна воздушная петля, 2 накида. И здесь на пропущенных столбиках, на ножках провязываем 2 рельефных столбика с 2 накидами. Третье повторение узора закончено. И так всего выполняем по кругу 45 повторений узора. Дорогие друзья, заканчиваю вязать 17 ряд. Сразу вам хочу показать, что в этом ряду, как вы видите, края круга немножко фалдят. Это нормально. Так как мы еще дальше несколько рядов будем вязать узор плетенка без прибавлений, то круг у нас выровняется. Итак, последнее повторение перекрещивания столбиков выполняю. Вначале провязываю вот
2 столбика с двумя накидами на вершинах двух рельефных столбиков предыдущего ряда, 1 воздушная петля и затем перекрещивание выполняю на ножках столбиков, которые шли до рельефных столбиков, провязываю 2 рельефных столбика с двумя накидами. Всего 45 повторений, это 45-е перекрещивание, и заканчиваю ряд вот в вершину. Здесь воздушных петель подъема, и начинаю вязать 18 ряд. В 18 ряду необходимо выполнять перекрещивание рельефных столбиков вправо, и рельефные столбики будут располагаться, мы будем их вязать вот за ножки двух столбиков, которые были за работой провязаны в 17 ряду. И для этого вот получается на ножке вот первого столбика, это воздушные петли подъема, провязываем рельефный столбик без накида, и дальше выполняем еще 3 воздушные петли. Делаем 2 накида и выполняем вот на ножке второго столбика второй столбик рельефный с двумя накидами. Далее, для того, чтобы у нас рельефные столбики не перекрылись, мы выполняем 1 воздушную петлю, 2 накида, и теперь вяжем за рельефными столбиками. И теперь вводим крючок. Вот видите, были предыдущие рельефные столбики связаны. Вот в вершину первого рельефного столбика провязываем столбик с двумя накидами, 2 накида, и вот тоже второй столбик в вершину второго рельефного столбика предыдущего ряда. Первое перекрещивание выполнено, и вы видите, что столбики у нас смотрят вправо. Выполняем второе перекрещивание, второе повторение узора, пропускаем вот 2 петли и далее вяжем вот и на ножках столбиков, которые были за работой, за вязанием, 2 рельефных столбика с двумя накидами. Делаем 2 накида, вводим крючок вот за ножку первого столбика, столбик с двумя накидами, далее второй столбик с двумя накидами, далее 1 воздушная петля, и далее идет 2 столбика за вязанием, то есть за рельефными столбиками, и провязываем на пропущенных 2 петлях, на пропущенных 2 вершинах рельефных столбиков. Столбик с двумя накидами, 1 и второй, и второе перекрещивание получилось. И далее повторяем, пропускаем вот 2 вершины рельефных столбиков, и теперь на 2 ножках столбиков предыдущего ряда, которые были за вязанием, так, здесь я неправильно, 2 накида выполняем, провязываем 2 рельефных столбика с двумя накидами. Один столбик, второй столбик рельефный, 1 воздушная петля, и на пропущенных 2 вершинах рельефных столбиков 2 столбика тоже с двумя накидами. И вот третье повторение узора выполнено. И вот вы видите, как формируется узор плетенка. Рельефные столбики в одну сторону смотрят, в следующем ряду в другую. И так мы уже провязали, провязываем, получается 1, 2, 3, 4 ряд узора плетенки. Заканчиваю вязание 18 и начинаю 19 ряд
коврика. А здесь в завершении ряда делаем соединительный столбик вот в третью петельку подъема, замыкаем ряд в круг и начинаем уже пятый ряд плетенки. И здесь мы будем перекрещивать столбики таким образом, чтобы у нас рельефные столбики смотрели в левую сторону. То есть в предыдущем ряду перекрещивание рельефных столбиков с направлением вправо, сейчас будет влево. И вот здесь вот были первые два рельефных столбика. Над ними мы провязываем обычные столбики, поэтому набираю в начале 4 воздушные петли подъема вместо первого столбика с двумя накидами. Делаю на крючок 2 накида. Из вершины второго рельефного столбика провязываю второй рельефный столбик. И далее 1 воздушная петля и выполняю перекрещивание. Перекрещивание делаем так. 2 накида. И здесь, чтобы столбики оказались впереди, рельефные столбики, вводим крючок вот впереди работы, за ножку 2 столбиков, которые шли ранее, 2 столбика, которые шли за рельефными столбиками, и вот на ножке первого столбика провязываем первый столбик с 2 накидами, делаем вновь 2 накида, и на ножке второго столбика второй столбик с 2 накидами. И таким образом при перекрещивании у нас рельефные столбики смотрят в левую сторону. И повторяем. Делаем на крючок 2 накида. Теперь вот 2 столбика мы пропускаем. Из следующих 2 рельефных столбиков провязываем 2 столбика с 2 накидами из вершин. Далее 1 воздушная петля и делаем перекрещивание, 2 накида и вводим крючок, вот они пропущенные 2 столбика, за ножки столбиков впереди работы, вводим крючок и провязываем рельефный столбик с 2 накидами 1 и на ножке второго столбика второй рельефный столбик. Вот. В 19 ряду выполняем точно такое же количество повторений, то есть 45 перекрещиваний, и замыкаем ряд в круг. И количество столбиков у нас, естественно, не меняется, но у нас было количество столбиков сделано с запасом, и в этом ряду круг у нас должен выровняться. Так, вот я уже провязываю третье повторение, третье перекрещивание. И вот так формируется узор плетенка. Дорогие рукодельницы, к 20 ряду, провязав 5 рядов плетенки, вы видите, что круг стал ровный, края не фалдят и не стягивает. Далее переходим уже на другой узор и начинаю вязать 20 ряд. Закончила я 19 ряд плетенки соединительным столбиком вот в последнюю петлю подъема, замкнув этот ряд в круг. И для перехода к началу вязания 20 ряда провязываю еще 2 соединительных столбика здесь вот на вершине следующего столбика и соединительный столбик из арочки между перекрещенными столбиками вот за 1 воздушную петлю. Далее набираю 1 воздушную петлю подъема из той же арочки, то есть между перекрещенными столбиками, провязываю столбик без накида. Далее набираю 4 воздушные петли и набранную арочку из воздушных петель закрепляю столбиком без накида между следующими перекрещенными столбиками
вот за арочку одной воздушной петли. И вновь набираю арочку 4 воздушные петли. Столбик без накида между следующими перекрещенными столбиками. И так повторяем, провязывая 45 арочек будет в этом ряду. Заканчиваю вязать 20 и начинать 21 ряд. В 20 ряду заканчиваю, вот набрала последнюю арочку 4 воздушные петли, и теперь в первую петлю подъема делаю соединительный столбик. Начинаю 21 ряд с одной воздушной петли подъема, и далее в начале в столбик без накида провязываю новый столбик без накида. Далее по арочке с 4 воздушных петель провязываю 4 столбика без накида. И далее повторяю, в вершину столбика без накида провязываем столбик без накида. И далее по следующей арочке 4 столбика без накида. Итого в этом ряду будет 45 повторений, как то же самое количество повторений, что и в предыдущем ряду. Перехожу к вязанию 22 ряда, и 21 ряд из столбиков без накида заканчиваю соединительным столбиком в первую петлю подъема. Новый ряд начинаю с 3 воздушных петель, и этот ряд провязываем столбики с одним накидом. Столбики вяжем из каждой вершины столбика предыдущего ряда, то есть будет точно такое же количество столбиков, что и в предыдущем ряду. Заканчиваю ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема, но так как я хочу поменять цвет нитей, 23 ряд провязать нитью светло-серого цвета, которым вязала центральную часть, здесь я ввожу крючок и подхватываю вот начальную петлю светло-серого цвета, протягиваю через 2 петли, и далее голубую нить затягиваю, я ее не обрезаю, оставляю на изнанке. Далее я продолжу вязать голубым цветом и начинаю 23 ряд с 3 воздушных петель подъема вместо первого столбика. А далее из начальной петли, то есть той же петли, провязываю еще 3 столбика с одним накидом. Для формирования первой шишечки. После третьего столбика немножко вытягиваю рабочую петлю, вкалываю крючок в третью петлю подъема, в рабочую петлю, и рабочую петлю протягиваю через вот на третью петлю подъема, сформировав вот такую шишечку. Далее 3 воздушные петли. Отсчитываю от основания шишечки 2 петли, в третью провязываю столбик без накида. Вновь набираю 3 воздушные петли. И уже пошло следующее повторение. Вяжу вторую шишечку. Отступив 2 петли, в третью петлю провязываю 4 столбика с одним накидом. Третий столбик и четвертый столбик с одним накидом. Немножко вытягиваю рабочую петлю, вкалываю крючок в вершину первого столбика, подхватываю рабочую петлю и протягиваю ее через вершину первого столбика. Немного затягиваю
петлю, и получилась вторая шишечка. Далее 3 воздушные петли. Отсчитываю от основания столбика 2 петли, пропускаю в третью столбик без накида. Вновь 3 воздушные петли и вяжу уже третью шишечку через 2 петли после столбика без накида. В третью ввожу крючок и провязываю 4 столбика без накида. Далее повторяем раппорт и провязываем ряд шишечек. Я закончила вязать 23 ряд, всего провязала 38 повторений узора, то есть у меня получилось 38 шишечек. И в конце ряда, после вязания 38 шишечки, кстати, здесь мне пришлось немножко подогнать узор, так как у меня раппорт узора не совпадал с общим количеством столбиков, поэтому кое-где я пропускала вот здесь при вязании последних арочек. Здесь у меня оставалось всего 3 петли, и поэтому я, провязывая последнюю арочку, пропускала одну петлю, следующую делала столбик без накида, выполнила вторую арочку и здесь сделала соединительный столбик из вершины первой шишечки. Но если вы будете вязать одним цветом, то есть вам не нужно будет менять цвет нити, то вы здесь после столбика без накида провязываете в вершину шишечки столбик с одним накидом, для того чтобы у вас начало вязания 24 ряда было как раз на столбике без накида, то есть сразу после столбика без накида вы начинали вязать 24 ряд. Но так как я серым цветом заканчиваю вязать 23 ряд, здесь я делаю соединительный столбик и закрепляю, заканчиваю, обрезаю нить и закрепляю последнюю петлю. Далее здесь я протягиваю нить голубого цвета и продолжаю вязать нитью голубого цвета и протягиваю как раз вот к столбику без накида, через вершину столбика без накида протягиваю нить голубого цвета, 1 воздушная петля и начинаю вязать 24 ряд. Вначале провязываю по арочке до вершины шишечки, выполняю столбик без накида, далее из арочки 3 столбика с одним накидом, третий столбик с одним накидом, и далее необходимо провязать на вершине шишечки как рельефный столбик, столбик с 2 накидами. Для этого делаю на крючок 2 накида и ввожу крючок вот сразу за общую вершину шишечки. Но так как здесь было выполнено 3 воздушные петли, я ввожу как раз вот в вершину, здесь вот остается внизу ниточка, то есть не в саму вершину, и провязываю столбик с 2 накидами. Далее выполняю 2 воздушные петли и ввожу крючок вот здесь за 2, получается, горизонтальную, вертикальную ниточку, вершину столбика с 2 накидами. Но не завершаю пико, делаю на крючок 2 накида и провязываю еще один рельефный столбик с 2 накидами. И здесь уже провязываю 2 накида и затем общую вершину столбика провязываю все петли с крючка. Далее перехожу на вязание на арочке после шишечки, провязываю 3 столбика с одним накидом,
Далее провязываю столбик без накида. И далее еще один сложный элемент сейчас буду показывать. Необходимо провязать 2 столбика с 3 накидами, 2 рельефных столбика с 3 накидами из общей вершины. И причем вот сначала сделали на крючок 3 накида и вводим крючок вот за ножку столбика, на котором была провязана предыдущая шишечка. Здесь было 3 воздушные петли, и ввожу крючок вот за эти 3 петельки, как за ножку столбика, и провязываю 3 накида. Провязав 3 накида, здесь я не заканчиваю вершину столбика, вновь делаю на крючок 3 накида, и здесь на ножке вот следующей шишечки, на ножке столбика под этой шишечкой ввожу крючок за ножку и провязываю второй столбик с 3 накидами, провязываю 3 накида и затем формирую общую вершину, то есть все петли с крючка провязываю. И вот получился вот такой вот веер с пико на вершине, и здесь 2 рельефных столбика. Далее повторяем раппорт, как с начала ряда. Столбик без накида на арочке до шишечки, далее 3 столбика с 1 накидом, далее 2 накида на крючок. Здесь за вершину шишечки ввожу крючок, провязываю столбик с 2 накидами. Здесь мы полностью провязываем, делаем 2 воздушные петли, то есть начало формирования пико. Вводим крючок вот в 2 ниточки, вершину столбика с 2 накидами, делаем 2 накида, вводим крючок еще раз за вершину шишечки, провязываем 2 накида, а затем вершину столбика, все петли с крючка. Формируется пико. Далее переходим на вязание арочки. На арочке после шишечки провязываем 3 столбика с 1 накидом. И столбик без накида. И теперь здесь над столбиком без накида необходимо провязать 2 рельефных столбика с 3 накидами. И вначале мы делаем 3 накида на крючок, вводим крючок вот за ножку столбика под шишечкой. Здесь мы уже на этом столбике провязали рельефный столбик. Провязываем 3 накида, вновь делаем 3 накида и на ножке столбика под следующей шишечкой за эту ножку вводим крючок и провязываем еще 3 накида. И далее общую вершину 2 столбиков с 3 накидами. Вот мы провязали так второй элемент. Итак, по количеству шишечек повторяем узор. Далее на арочке столбик без накида, 3 столбика с 1 накидом, далее 2 рельефных столбика над шишечкой и на вершине пико, и так далее. Повторяем вот вязание этих элементов. Дорогие рукодельницы, я заканчиваю вязать 24 ряд. Посмотрите, при завершении вязания 24 ряда можно уже завершить вязание коврика, так как он смотрится оформлено. Здесь уже вот эти вот по краю связанные веера или лепестки обрамляют коврик. И коврик у меня получился уже в диаметре примерно 61 сантиметр. При вязании, конечно, из полиэфирного шнура толщиной 3 миллиметра. Но мы будем вязать еще больше коврик, и он, конечно же, будет большего размера.
Итак, завершаю 24 ряд, и 25 ряд я уже начну вязать другим цветом. У меня здесь вот такой вот серый цвет. Здесь был в центре светло-серый цвет, здесь более темный оттенок. Этот оттенок называется графит. При завершении вязания 24 ряда мне осталось выполнить здесь 2 рельефных столбика. У меня здесь будет немножко несовпадение, так как здесь я сокращала раппорт узора. Также набираю 3 накида на крючок, провязываю вот из столбика, который был в основании шишечки, 3 накида. Вновь делаю 3 накида на крючок. И здесь в основании вот первой шишечки ввожу крючок за ножку столбика и провязываю 3 накида и общую вершину. Далее смотрите, если вы будете вязать тем же цветом, то вот эту вот рабочую петельку вы просто должны будете протянуть наизнанку. Здесь получается через 2 первые полупетельки протягиваете наизнанку и далее начинаете вязать. Так как я буду менять цвет нити, вот я протянула рабочую петельку наизнанку, закрепляю последнюю петлю и все. Далее здесь я замаскирую кончик нити, обрежу его и присоединяю нить другого цвета.